в супермаркет, ну, естественно, в алкогольный отдел. Цены вообще ни о чем не говорят. Нашел вот коньяк наш понравившийся, 338. Стоит он украинских гривен. Я за 296 положил такой же объем. Баннистер. Мы такой не пробовали. Я сырки взял детям, пиво взял темное, кефир сейчас выпью, кусок сала с хлебушком сегодня съем, а это с собой возьму. 2 сыра взял с плесенью разных. Пиво темное, другое. 3 колбаски сырокопченых и минералку. Пока что все, наверное, хлебушка еще возьму. Вот. И потом пойду. И да, честно говоря, глаза разбежались, что еще взять. Мне вот надо специи для напитка, забыл, как он называется. Глинтвейн. Вот, сейчас поищу здесь. Набор этих чаев очень хороший, в смысле по количеству. Но я, честно говоря, даже не знаю, какой из них хороший, какой плохой. Так визуально их очень много. Вот. В Турции приходишь, вроде бы чайная страна, их сколько не бывает, видишь, такой ассортимент. Вот здесь молодцы, кстати, насчет вакцины здесь продаются. Не знаю, что она из себя представляет, но есть и такой напиток. Много-много всяких водок. Вот. Белорусские зубровки стоят. Не знаю, какие хорошие, какие плохие. Очень трудно в голове что-то скалькулировать. Да. Соотношение рубля к гривне. 1 гривна, 2,7 рубля. Если я правильно посчитал. Вареньки, шутка. Масло сливочное. Ничего здесь не надо. Интересно, почем яйца? 33,80. Квочка. Фасованный первой категории. 10 штук получается. А здесь 2,89 за штуку, видимо. Можно поштучно взять, видите, здесь рассыпок берут. А это десяток, 33,80. Я не понимаю, достаточно интересная цена. В том смысле, что дорого. Так, а икра, вот Оля сказала про икру. Икра здесь есть, Санта-Бремор. Вот зернистая 249. Мне кажется, это дорого. Мне кажется, что икру Оля повезет из Москвы. Мне так кажется. Вина. Сейчас гляну, может быть, грузинские есть какие-то дорогие. Сирени. Но это сухое красное. Армения. Мускатная. 50. 56, 57. Ну так не дешево. Вот считайте там, какую цену-то взять. Вот акция 69,90. Это 70 лир получится. 70 гривен. Надо умножить на 2,7. На 2 140 плюс еще около 300 рублей стоит это вино. Это по акции 69. Вот еще по акции 64. Чуть подешевле. Скрепленная. Здесь колы, напитки всякие. Красной рыбы здесь богато. Семга и так далее. Вот какая-то еще красивая рыба нарезана. Перлина Аляса. Так, я все уже посмотрел, в принципе. По напиткам пробежался.
Пойду я в сторону кассы. Грузинских вин я здесь не видел. Видел только армянских. За них ничего сказать не могу. Вот кинзмараули 149. Сейчас посчитаю, сколько это на калькуляторе. Получается вот этот 400 рублей. У меня калькулятор есть встроенный, там, ксионовский. Примерно так считаю. Сейчас на 86 сколько он считает. 234 получается рубля вот эти армянские вина. В общем, примерно цены я понял. Не знаю. Я взял вот того, что у нас не очень хорошо. Копченая колбаска, сыр с плесенью и что-то кусочки сала, мясо с салом. Это все покушаю сегодня я. И пиво взял просто, так сказать, для компании. Сейчас я на всякий случай посчитаю почем, а то получится дороже, чем мы в Турции покупаем, тогда я брать не буду. Нормально, я взял вот это темное львовское по 36,60, 100 рублей получается, рублей. И вот такое кельтское, она стоит 24,50, оно получается 66 рублей. Я взял только темное пиво, светлого мы там тоже есть, в принципе. А темным как-то мы искали, найти не смогли. Колбасный отдел, кстати, очень ограниченный. 2 фирмы буквально. Я получил, что я взял все одной фирмы. Я взял сервелаты. То, что сырокопченое, то, что точно доедет у меня без холодильника. Я брал такую губернаторскую, солями баварскую и солями болгарскую. В общем, пошел я на кассу. Что, отдохнул я в Элладе, вот так тут написано. Поехал я в сторону парома. Время сейчас 10 утра по российским часам. Значит, тут 9 часов утра, погрузка начинается с 10. Я по дороге еще заеду в магазинчик, может на рынок зайду, гляну, что там такое вкусненькое съем домашнее. Вот. Не съем, вернее, куплю и поеду. Все, с Богом. И ладно, ну такой, тут нарисовано, вот как он выглядит. Но это идеальное представление, наверное, об этом местечке. Оно чуть-чуть такое, сейчас зима, сейчас там народу у них мало, они попроще выглядят, чем на картинке. Вот, я поехал в сторону парома. Короче, купил на рынке сало 200 гривен килограмм, то есть больше 2 килограмм получается. 500 гривен получилась цена, там 500 чем-то, округлили до 500. Естественно, на рынке меня никто с моей карточкой не ждал. Пошел в банкомате, снял 500. Пойду расплачусь, да все, поеду в порт. Мне уже больше делать тут нечего. Пойду ждать и догонять. Я приехал на рынок. Я тут уже побывал несколько минут назад. Уже выбрал два куска сала. Вот. Но я по такому принципу я сперва приехал. Узнал, сколько мне надо заплатить. И потом отъехал. Сейчас получил в банкомате деньги. Рынок разделенный, тут мясной рынок. И отдельно сыр, молоко, куда вот надо налево говорить. Вот тут есть ценники. Я покупал в крайнем ларьке. А так, а скажите, что почем стоит здесь, так, ради интереса? Так скажу вам, вот отсюда вот это, Ага. вот это все по 200, вот это, Ага, и ага. вот это, но 300, но у меня 200. Понятно. Вот это 80, вот это 100, 100. Это ливерная, да? Вот это... Печеночная, вкусная, Печеночная. попробовать. Давайте. Не надо. Я не хочу. Спасибо. Знаете, я вас уважаю. Может понравится вам. Да я понимаю, но я... Берите, кидайте, жуйте себе. Я вас прошу. Что я беднее или что, или... Ешьте, понравится, возьмете, не понравится, не надо. Вкусно. Я больше свежая, вкусная, мы сами делаем все. Сами делаем. Муж, я и мама. Вдвоем. Дайте под прилавок Молодцы. салфеточку берите. Дайте
Собачки сидят здесь. А. Да, я вас сниму. Вот у этой женщины, да, я покупал классное сало. Почеревок, да, называется оно? Почеревок, да. Почеревок. Классное сало. 2 куска. Там 2,5 килограмма получилось. Даже 504 гривны. Да. Классно, спасибо вам большое. Хорошего дня вам. Всего доброго. Сало вкусное, печеночная колбаса очень вкусная, если честно. Она выглядит как ливерная, но вкуснее намного. Сейчас я сало куда-нибудь кину в машину, чтобы было, так сказать, не на глазах. Тихонечко поеду в сторону порта. Вот эта женщина сказала, что они сами делают. Она, муж, ее мама. Что делают? Мясо, колбасу, сало солят. Не знаю, сало очень вкусное. И колбаса, вот то, что она мне дала, тоже вкусная. Пока я сало вешал, ну, она мне взвешивала, рассказывала, пока я пробовал, она еще дедушке давала какую-то колбасу. Тоже там с салом, без сала он выбирал. И он тоже стоял, нахваливал, ему очень понравилось. Так что если кто на Черноморский рынок придет, это называется утренний рынок. Не знаю, какой у них бывает, если не вечерний, но это, конкретно это называется утренний. Как я помню, мы сейчас будем проезжать Ильичевский судоремонтный завод. Вчера я не успел камеру поднять, снимать. Сегодня вот он, Ильичевский судоремонтный завод. Машины стоят, значит, что-то происходит, какая-то цивилизация есть. Вот. Водоем. Через 500 метров на светофоре поверните направо. Да, мне сейчас светофор, и я приехал. Буквально осталось чуть-чуть. Я к воротам здесь въездным, они вот тут чуть влевее. Сейчас досмотр будет и так далее. Нам сказали, выдали документы еще дополнительную пачку, сказали, ждите, будете заезжать. Мне вчера подсказали, я вчера встречался в Одессе. Короче, наши дети общаются с девочками из Одессы. Вот, и мне написали, приехайте, мы там-то, там-то живем, хотим передать гостинцы детям. У меня был пакет уже собран для их детей. Мы встретились, пообщались. И мне сказали вчера, что легковые машины последними загоняют на паром. Сперва грузовые, а потом уже легковые. Но, говорит, зато потом в Турцию первым выезжаешь. Не знаю, вот нас сейчас отправили на куда-то, не знаю, это осмотр это или погрузка уже. Машин здесь получается 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 я вижу машин, 8 машин. Вот это украинская машина, вон та вон темненькая, это с российскими номерами машина. Мы сейчас, короче, будем грузиться. Чего как там, на самой таможне и так далее снимать нельзя будет, а как проедем, тогда на корабле уже будут показывать, рассказывать. Такой он паром снаружи. Тут потихоньку машины загоняют. Сейчас и наша очередь подойдет, заедем туда. Все, я загрузился. Долгое было процедурное всякое время. Смотрели таможенники, пограничники, там не пускали, там не пускали. В итоге сейчас все, я уже зашел в свою каюту, зарегистрировался, там толчья везде. Машина пока стоит еще на земле, но всех пассажиров уже отправили в каюты. Вот это какая вот каюта, двухместная у нас каюта. Верхняя полка, нижняя полка, здесь вот лестница карабкаться наверх. Здесь вешалочка, шкафчик назовем это, ванная комната здесь. С туалетом, с раковиной, с душем. В каюте, сразу скажу, очень тепло, очень комфортно. Каюта двухместная. Кто ко мне подселится, не знаю. Ну, пока что я один, поэтому, пользуясь случаем, снимаю. Здесь столик стоит. Стульчик единственное один. Вот, с стульчиками здесь не очень. Хорошо, еще один шкафчик. Здесь окно. Написано, не выбрасывайте мусор в окно.
А он даже вот тут какие-то крутилочки, можно открыть его, если есть желание. Вот, у меня желания нет, у меня есть желание, наоборот, его закрутить. В общем, вот такой вид из моего окна. На соседний корабль большой, там палуба. Я туда еще схожу, выйду. Сейчас пойду сниму еще, где машина стоит. Машина стоит просто еще в порту. Сказали, заходите. Сейчас будет собираться, загружаться грузовые машины, легковые самые последние. Вот такая у меня каюта. Я на корабле Гринвальд. Единственное, у нас был изначально оплачен Вильнюс, потом переменили корабль на Гринвальд. Ну, в принципе, не знаю, как это там, чем они отличаются, потому что я первый раз на этом корабле плаваю. Вот. Поплывем. То, что будет интересного, все покажу. Еще как заезжать буду, покажу. Я немножко так поснимал снаружи наш корабль. Я думаю, что еще когда пойду забирать машину, еще раз покажу. Вчера перед отъездом вечером, так сказать, съездил и встретился с... Олег наш переписывается, общается с девочкой из Одессы. И Олег написал, что папа, заехай, там хотят передать пакетик. Я сказал, окей, заеду. Я заехал, вчера передали пакетик там с всякими вкусностями. Я их еще сниму, потому что я с собой их не занес в каюту сейчас. А вчера в номер тоже не заносил, потому что машина на улице стоит, а все остальное... Я с собой взял буквально ноутбук и пакет с вчерашней, еще один пакет мне дали, пакет с едой. В этом пакете стоит баночка, я пока еще не посмотрел с чем, но похоже на борщ. Вот, здесь лежит чесночок, здесь лежат ложечки, вилочки, обратите внимание. И здесь лежит еще коробочка с голубчиками и блинчиками. Пахнет все это очень вкусно. Я вчера это не съел, потому что я уже ведь приехал поздно ночью и просто лег спать. Сейчас пока монтируюсь, я кушаю вот этот гостинчик, который собрала мама этой девочки, которой Олег переписывается, Софии. Всем им большой привет. Вот мы вчера с папой долго проболтались ее на улице, она тоже с нами присутствовала, так сказать, при нашем разговоре за жизнь. Мы долго-долго общались. Им большой-большой привет передаем. Мы еще попозже, когда будет возможность снять все пакетики, которые мне передали, я все еще досниму. Пока что я только открыл вот этот пакетик, который получается с моим сегодняшним завтраком. Мы сейчас зашли в каюту, нам сказали всем, легковые машины, сказали, ждите, пока заедут грузовые, потом вам скажут, и вы пойдете загонять свои машины. Чуть позже. Чуть сколько позже не сказали, но сказали, что раньше 3 мы все равно не уплывем. Так что мы теперь ждем это время. Короче, запомнил, где находится мой номер. Вот такие коридоры здесь проходят. Стрелочка есть, куда идти кушать. Я пошел пока не кушать. Я пошел на палубу посмотреть. Здесь выходы тоже есть, но они закрыты. Я пойду еще дальше. Вот. Нас должны позвать на загон, чтобы загнать машины. Пока что, когда это будет, неизвестно. Я поэтому взял с собой документы на всякий случай. Ух ты. Машин сколько пустых. Так, попробуем выйти туда на палубу. Я вышел на палубу. Вот они стоят, грузовые машины. Их сюда вот ставят ближе к краю. По идее, значит, тут тоже что-то будет стоять. Я затрудняюсь ответить, конечно, поточнее. Наши машины стоят. Вот они. Видите? Ой, я закрыл, не видите совсем ничего. Видите, вот тут собачки бегают. Вот тут на парковке стоят наши машины все.
Вот сзади УАЗик, вот левее УАЗика, перед ним стоит моя машина в том числе. Фуры, сколько еще загонять будут, неизвестно. Мы все это ждем. Мы стоим в таком порту, или как это назвать, специально для парома. Паром, сказали, качать не будет, и сейчас он вообще стоит как вкопанный. Никакого движения он не имеет, ни укачивания никакого не происходит. Я попробую еще подняться повыше, вон те корабли тоже поснимаю, что там стоит такого интересного. Мы находимся на втором этаже. Я иду вниз на ресепшн. Там такие же коридоры, все то же самое абсолютно. Вот. Здесь лифт еще есть, мы на лифте поднялись. Вот сейчас. На ресепшн. Куча народу. Наверное, где-то есть. Ресепшн. Сосед. Что, Wi-Fi бесплатно дают? Нет? Сказали, что нету.